У выхода из метро в зимнюю стужу стоял мальчишка лет 7. Одет был не по погоде. Курточка тонкая, шапка сбилась на бок. Возле его ног лежала спортивная сумка, из которой доносились шорохи. Явно кто-то шевелился. На согнутом картонном листе крупными буквами красовалась надпись «Продаю кота дешево». Прохожие, укутанные в шарфы, спешили мимо, не задерживая взгляд. Ветер налетал порывами, в лицо сыпал мелкий злой снежок. Не до жалости и тем более не до котов. Но мне стало не по себе. Ребенок мерз, зябко переступал с ноги на ногу, сжимал пальцы в рукавицах. «Денег хочешь?» — спросил я сочувственно, протягивая 100. Он покачал головой. «Нет, не надо. Лучше кота возьмите. 1 гривна всего». Я удивленно поднял брови, пожал плечами. «Как хочешь». И тут из сумки послышалось жалобное протяжное мяу. Что-то в этом звуке зацепило. Я кивнул. «Ладно, показывай, кто у тебя там». Из сумки он достал рыжего, плотного кота с уязвленным выражением на морде. Глянул тот на меня с укором, будто хотел спросить: «Серьезно? Это теперь моя судьба?» «Хулиганит дома?» — спросил я, присматриваясь. «Нет», — покачал головой мальчик. «Тихий. Почти всегда дремлет. Или телек смотрит. Тапки метит?» «Ни в коем случае», — паренек даже возмутился. «Чистоплотный он, ходит куда надо». «А тогда зачем продаешь?» Мальчишка пожал плечами, глядя в сторону. «Да так, просто надо. Кот мне был особо не нужен. Я животных не держал. То ли привычки не было, то ли характера. Но тут что-то ёкнуло. И мальчик с глазами, полными какой-то взрослой усталости, и кот, обиженный на весь мир. В общем, я достал все ту же 100. 1 гривна», — упрямо повторил парень. Пришлось искать мелочь. Нашел в кармане блестящую монету, отдал. Он схватил ее, сунул мне в руки сумку и исчез в толпе. Я заглянул внутрь и вздохнул. «Ну что, товарищ, пошли домой. Надеюсь, ты Василий?» Кот протяжно мяукнул. Имя, по-моему, подошло идеально. Я привел Василия в квартиру, выпустил из сумки. Тот прошелся по комнатам с важным видом, будто осматривал новые владения, а я отправился варить макароны и жарить котлеты. Холостяцкий ужин. Все просто и быстро. Пока возился на кухне, Василий вернулся, сел напротив и строго мяукнул. «Ну, ты как, долго еще?» «Сейчас, подожди», — ответил я и наложил ему порцию в миску. Он поел чинно, с достоинством. Потом мы вместе смотрели телевизор. И правда, кот был настоящий киноман. Залипал на все, что двигалось на экране. Я ему и лоток соорудил из пластиковой коробки. Все показал, как полагается. На ночь Василий пришел ко мне в кровать, прыгнул рядом и удобно устроился у бока. Было неожиданно приятно, тепло и не одиноко. Утром я позавтракал яичницей, оставил коту колбасу, налил воды и на работу. Вернулся вечером с пакетом угощений. Праздновать новое знакомство. Нарезал всего вкусного, позвал Василия. Тишина. Стал звать громче. Нет. Начал искать. Под диваном, в ванной, на балконе, в шкафах. Пусто. Не верилось. Уходя, я точно видел его на кресле. Может, вылез на балкон и прыгнул вниз? 6-й этаж. Я пулей выскочил на улицу, стал осматривать снег под окнами. Все чисто. Ни следа. Ни примятого снега, ни крови, ни шерсти. В голову начали лезть странные мысли. А был ли он вообще? Или все показалось? Нет, вот же, миска, лоток, сумка. Все есть. Просто исчез. На следующее утро я вернулся домой, приоткрыл дверь. И вот он, Василий.
Сидит, как ни в чем не бывало, смотрит укоризненно. «Ну и кормежка у тебя! Я голодный!» Я даже глаза протер, не привиделось ли? Нет, все по-настоящему. Наверное, спрятался где-то, уснул. Сам вылез. Или просто ушел по своим делам. Кот же. У них свои законы. Ладно, друг, ужин готов, пошли. С того вечера все стало повторяться. Василий встречал меня, требовал еду, спал под боком. Иногда исчезал. На день-два. Я уже не волновался. Знал, вернется. Пытаться понять кота – дело бесполезное. Он сам по себе. Но теперь у меня дома была жизнь. И если бы кто спросил, зачем я тогда купил кота, за гривну, я бы ответил, чтобы больше не быть один. Спустя день я заметил в прихожей странный металлический ящик. Он был небольшой, с экранчиком и двумя лампочками. Красный и зеленый. Коробка тихонько гудела и лежала рядом с Василием, который сидел словно сторож рядом. «Это что еще такое?» – подозрительно спросил я кота. «Ты зачем это притащил?» Кот спокойно подошел, мявкнул и как бы ответил. «Раз принес, значит пригодится. Пользуйся». Он даже прошелся кругами вокруг коробки, слегка задевая ее хвостом, как бы намекая: «Не бойся, безопасно». Я осторожно поднял коробку. Удивительно тяжелая. На экране высветилось «Вставьте банкноту». Из корпуса выехала узкая щель, наподобие банкоматной. Мне стало интересно, что за фокус? В кармане завалялась сотня, решил рискнуть. Купюру тут же втянуло, механизм загудел, экран мигнул, и вскоре появилась надпись «Заберите деньги». Из щели аккуратно выехали две одинаковые купюры по 100. Я их внимательно рассмотрел. Абсолютно идентичные, даже серийные номера совпадают. Получается, этот прибор клонирует деньги. А что, если попробовать что-то крупнее? Я вытащил тысячную, но щель уже закрылась, а красная лампочка сигнализировала: на сегодня лимит. На утро лампочка снова загорелась зеленым. Я вставил 500-ку, опять вернулось 2. Проверил одну из них в банке. Приняли без вопросов. Купюра прошла проверку. Я облегченно вздохнул и, радуясь удаче, решил закатить себе с Василием пир. Понакупил вкусностей, устроил настоящий ужин. Но кота дома не оказалось. Ну да ладно, отпраздную один. Пожарил картошку, нарезал мясо, устроился в кресле перед телевизором. Уснул прямо там. Где-то в середине ночи я проснулся от странных звуков. Кто-то явно ворочался в гостиной, тяжело дышал. Я включил торшер, и тут у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Посреди комнаты возвышалось огромное существо, похожее на синеватого слона с длинным хоботом. «А-а-а!» — в панике крикнул я. «Успокойтесь!» — произнесло существо миролюбивым голосом. «Я ваш гость». «Кто вы?» — еле выдавил я. «Разве проводник вам ничего не рассказал?» — удивился он. «Видимо, нет. Придется объяснять самому. Раз вы используете дубликатор», — он кивнул в его сторону, «значит, автоматически соглашаетесь принимать гостей. Это часть соглашения». «Какое еще соглашение?» — спросил я в полном недоумении. «Простое. Вы получаете копии денег, а взамен предоставляете жилье для путешественников из других миров. Мы сотрудничаем с разными цивилизациями и налаживаем контакты». «А кто вы вообще?» — спросил я. «Не что, а кто?» С легким раздражением поправил он. «Я разумное существо, а родом я из места, которое вам ни о чем не скажет. Главное, я прибыл в рамках договора». «Но почему именно я?» «Вас выбрал проводник. Он первым устанавливает контакт, приносит дубликатор. Если вы им воспользовались, соглашение вступает в силу. Далее приезжаем мы, гости». «И сколько все это будет длиться?»
пока вы соблюдаете условия. Откажетесь, прибор исчезнет. Но вы можете передать права на дубликатор другому. Цена символическая, 1 гривна. Вместе с проводником, разумеется. А ваши гости? Все такие большие? Не все, признался он. Некоторые гораздо габаритнее, но мы стараемся учитывать местные условия. У вас, например, 2 комнаты. Одну можно отдать под прием. Понял. А дополнительные услуги? Экскурсии? Трансферы? Нет, мотнул он хоботом. Только жилье и немного вежливости. Больше ничего не требуется. Да, и, разумеется, полная конфиденциальность. Это важно. А где сам проводник? Я хотел бы познакомиться. Вы уже с ним знакомы? Весело фыркнул слон. Только звать его по-настоящему иначе. Но вам достаточно и вашего имени. И с этими словами он исчез, оставив меня в полнейшем ступоре. Я сел обратно в кресло, долго переваривал происходящее. Похоже, кот мой не совсем кот. Вернется — поговорим. Ответ пришел утром. Из комнаты доносилось мягкое бульканье. Я осторожно заглянул. На полу переливались 3 полупрозрачных шара. 2 побольше и 1 маленький. Наверное, семейство. «Добро пожаловать на землю», — произнес я, собрав остатки бодрости. «Моя квартира к вашим услугам». «Спасибо, человек», — булькнул один из шаров. «Мы обойдемся». Я закрыл дверь и первым делом позвонил начальству. «Увольняюсь». Завел собственный бизнес, домашняя гостиница. В тот же день оформил кредит на 100 тысяч гривен свежими купюрами. Каждый день новая копия. Долг верну быстро. В хорошем настроении вернулся домой. А там Василий. Сидит, как ни в чем не бывало. «Ну, проводник, мог бы предупредить. Чуть от страха не умер». Кот недовольно фыркнул и побежал на кухню. Я не обиделся. Все-таки это он привел меня к такому бизнесу. С тех пор все шло по заведенному порядку. Каждое утро – копирование одной купюры. Каждый вечер – ужин с Васей. Гости прибывали регулярно. Некоторые выглядели пугающе, другие издавали сильные запахи, третьи гремели и топали. Но я уже не удивлялся. Моя задача – принять, накормить, не задавать вопросов. Были, конечно, и сложности. Например, с соседкой, бабой Маней. Старушка, как обычно, с подозрением всматривалась в мою дверь. «У тебя опять воняет? Мясо протухло?» «Ошибаетесь, Марья Степановна», — улыбался я. «Просто варю суп». «А что гремит у тебя ночью?» «Ремонт», — соврал я. Купил целую упаковку освежителей и разложил их по углам. Старушку успокоил, но на всякий случай стал почаще проветривать подъезд. В общем, жил я теперь хоть и нервно, но стабильно. Деньги каждое утро. 5000, правда, дубликатор плевался, если пытался скормить ему доллары или евро. Только гривны. Почему? Неизвестно. Но меня это не волновало. Главное, схема работала. Серьезного разговора с Васей так и не получилось. Он продолжал разыгрывать из себя самого обычного кота и ни в какую не хотел переходить на человеческий язык. Я даже слегка на него затаил обиду. «Ну мы же с тобой друзья. Неужели сложно рассказать хоть что-нибудь о себе, о своей планете? Любопытно ведь?» Но нет, Василий предпочитал сохранять образ. Максимум, что он позволял себе, это фырканье, мяуканье, и если настроение было особенно хорошим, глубокое мурчание, больше похожее на работу трактора, чем на повадки домашнего питомца. Тем временем мои финансы уверенно росли. Как на банковском счете, так и в виде наличных. Часть денег я решил припрятать. Сделал на даче тайник и надежно туда сложил запас купюр. Вдруг что? Пусть будет подстраховка. Сначала собирался купить автомобиль, но передумал. Не хотелось лишнего внимания. Соседи ведь все замечают, а баба Маня, та вообще из любой слежки выйдет победителем.
Спросит же потом с пристрастием, откуда у меня деньги. Соседей, кстати, гости начали нервировать все сильнее. Кто-то из них громко булькал, другие свистели пронзительно, как чайники. А порой раздавались такие жуткие завывания, что волосы на затылке шевелились. Бабка Маня уже пару раз пыталась вломиться ко мне, стучала, звонила, но я стоически держал оборону. Все валил на ремонт, а запахи, мол, от лака и строительной пыли скоро проветрятся. Но старуха не унималась. В итоге нажаловалась участковому, и однажды ко мне действительно постучали. «Лейтенант Первухин, могу я войти?» Я кивнул. «Заходите». К счастью, на тот момент гости уже убыли. Первухин прошел в квартиру, принюхался. «Что за аромат?» Подозрительно поинтересовался он. Я привычно начал свою песню о капитальном ремонте, краске и штукатурке. Даже показал ему ту самую маленькую комнату. Она была в соответствующем состоянии. Обои сорваны, мебель отсутствует, пол вздулся. Гости, конечно, приложили руку, но выглядело это вполне как последствие ремонта. «А где рабочие?» — уточнил лейтенант. «В магазин пошли, за обоями», — быстро придумал я. «Жалуются на вас соседи. Говорят, вы тут черти чем занимаетесь». «Да ну», — развел я руками, изобразив искренность. «Обычный ремонт. Я провел участкового по остальным комнатам. Показал ванну, кухню, гостиную. Все выглядело в меру захламленно, как и положено в квартире, где что-то ремонтируют». «Ну что ж», — кивнул Первухин, — «только давайте заканчивайте побыстрее, а то у вас тут прямо целый штаб партизан, судя по звукам». «Обязательно», — пообещал я, почти проводив его к двери. Но тут он заметил Василия. Тот развалился в кресле, развлекся, как обычно, и с блаженством щурил глаза. Рыжий мех, мягкие подушки, сытый живот — все при нем. «Ух ты, красавец какой!» — умиленно сказал участковый. «Рыжие, мои любимые», и потянулся к Васе, чтобы погладить. Видимо, хотел наладить контакт. Но кот резко вскочил, выгнул спину и шикнул, как сковорода на раскаленной плите. И на беду вдруг выдал фразу абсолютно человеческим голосом. «Руки убери, Первухин! Не пачкай мне шерсть!» Участковый отпрянул, как будто его током ударило, и ошарашенно стал оглядываться по сторонам. «Он у вас говорит?» — потрясенно спросил он. Я скрипнул зубами. «Вот ведь! Со мной этот усатый не хочет говорить, а при первом встречном пожалуйста!» «Да вы что?» — начал я заливать. «Вам показалось? Может, телевизор включен? Или воображение разыгралось?» Но было уже поздно. Первухин явно был в шоке, и мне стоило огромных усилий выставить его за порог. Когда он наконец ушел, я повернулся к Василию и, сдерживая раздражение, спросил: «Ты вообще с ума сошел?» Не мог промолчать. Кот лишь пренебрежительно фыркнул и не спеша отправился на кухню. Молоко попить. «И что теперь делать, а?» — бормотал я вслед. Первухин не тот человек, кто забудет подобное. Он обязательно вернется. А вдруг в этот момент у меня в квартире очередные инопланетные гости? Объяснить такое будет невозможно. Потерять такой бизнес очень не хотелось, да и к Васе я привязался. Но выхода не было. Я тяжело вздохнул, взял чистый лист, маркером написал: «Продаю кота. Недорого». Посадил Василия в сумку и направился к метро. На всякий случай.